Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю роскошные, просто необыкновенно вкусные пирожные трюфель. И готовить я их буду из самых простых и доступных продуктов, без сливок, без дорогостоящих сыров. Получатся они у нас необыкновенно сочными, буквально тающими во рту, даже без пропитки. Покажу, как правильно приготовить крем. И готовятся они в домашних условиях, справится любая хозяйка с этим приготовлением. Итак, сначала приготовим бисквит. 510 грамм муки, 90 грамм какао-порошка, 10 грамм разрыхлителя, 6 грамм пищевой соды. Все это перемешиваю и отставляю пока что в сторону. 6 яиц среднего размера. К яйцам добавляю щепотку соли, обязательно для шоколадного бисквита. Взбиваю до состояния пены. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. Постепенно всыпаю туда 450 грамм сахара и взбиваю сейчас всю яичную смесь примерно 4 минуты, не дольше. До побеления и до пышности буду взбивать. Миксер у меня маломощный, 300 ватт. Справится, то есть любой миксер с этим взбиванием. Добавляю сейчас туда 230 грамм растительного масла без запаха. Все перемешиваю. Также добавляю туда 450 миллилитров кефира, обязательно комнатной температуры. Кефир у меня самый простой, 1% жирности. Все это просто перемешиваю, дальше уже ничего не взбиваю, просто до объединения. Обязательно просеиваю туда всю сухую смесь. И обязательно уже перед этим я нагреваю чайник, чтобы у меня был крутой кипяток. Вот это важно уже предусмотреть, чтобы тесто у нас не стояло. Все это просто объединяю миксером. Лопаткой ничего здесь вмешивать не нужно. Вот такая гладкая масса получится. И вливаю туда сейчас 300 мл крутого, только что вскипевшего кипятка. И очень быстро перемешиваю, чтобы тесто не заварилось здесь сверху. Тесто будет жидковатым, но это так и должно быть. Бисквит будет нежнейшим, просто тающим во рту, не требующим пропитки. Один из самых вкусных шоколадных бисквитов, который вообще есть в моем арсенале. Это вот этот бисквит на кефире и на кипятке. Очень советую его готовить. Духовка у меня уже заранее разогрета на 170 градусов Цельсия. Форма у меня здесь противень стандартный 42 на 32 сантиметра. Застелила пергаментом. Выливаю туда сейчас просто всю массу. Выпекать этот шоколадный бисквит я буду на среднем уровне, без конвекции, режим вверх-вниз, примерно 35 минут при температуре 170 градусов Цельсия. Итак, корж испекся, вот такой ровный он сразу получается. Проверяю для вас деревянной шпажкой. Она выходит сухая и чистая. Серединка бисквита, естественно, пружинит, она не опадает вниз. Когда полностью он у меня остыл до комнатной температуры, просто вынимаю его из формы. Сейчас я обрезаю кончики у бисквита, чтобы вам показать и чтобы более ровная форма у меня была. Вы можете этого не делать, это как вам нравится. Бисквит получается нежнейший. Он буквально тает во рту. Разделяю его сейчас на две равные части, чтобы просто мне удобнее было с ними работать потом в последующем. При помощи кондитерской струны разрезаю их на два коржа, каждую эту половину. Вы можете просто ножом это делать, можно ниткой это делать, как вы привыкли. И вы видите, какие они нежные, эластичные эти коржи получаются. Коржи очень нежные, поэтому с ними нужно обращаться, конечно же, бережно. Сейчас я начинаю подготовление крема. 500 грамм сливочного масла, размягченного, я взбиваю пару минут. Добавляю туда сейчас 150 грамм растопленного шоколада темного, 52% какао у меня здесь шоколад. Шоколад, конечно же, не должен быть горячим, примерно 28-30 градусов Цельсия, иначе масло разжижится у вас, и это будет просто у вас такая неоформленная смесь. Все это взбиваю до такой достаточной однородности и добавляю туда 2 столовые ложки какао для выпечки. И все взбиваю просто до однородности. Крем будет необыкновенно вкусным и очень-очень простой и быстрый крем. Собираю обязательно со стеночек и все просто прорабатываю миксером. Буквально все это длится пару минут. Добавляю сейчас туда 2
банки сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Примерно 380-397 здесь у меня грамм банка, ну и 380 подойдет также банка. Выливаю сейчас сразу, прям без всякого вмешивания, 2 банки. Делаю я это намеренно. Мне нужен крем для начинки, чтобы он сейчас на данном этапе был мягким и подвижным, и чтобы он особо не держал форму. Это залог того, что потом, даже после отстаивания в холодильнике, начинка у меня всегда будет мягкая в этих пирожных. Добавляю туда бутылочку 2 мл здесь ромовой эссенции. Вы можете добавить пару ложек столовых коньяка, чтобы придать вот этот трюфельный аромат пирожным. Вы можете этого не делать, и у вас будут просто шоколадные пирожные. Вот такой мягкий крем. Вы видите, я его намеренно не взбиваю до устойчивости. Если взбить до устойчивости, у вас по вкусу будет другой крем. И по консистенции у вас будет такой хороший масляный крем. Сейчас же он будет очень мягкий, сливочный вкус у него. Вот такая особенность этого крема. Сейчас половину крема я выкладываю на нижние коржи. То есть будет такой слой крема где-то 5 мм. Вы можете, естественно, из этого просто торт приготовить, можете пирожные. Здесь получится из этого количества как раз 24 нарезных пирожных. Это очень удобно, когда вам нужно на большую компанию эти пирожные приготовить. Очень важно сейчас крем разровнять шпателем, чтобы он ложился таким более или менее равномерным слоем. И укрепить, конечно, уголки кремом, потому что обычно они проседают. И вот таким образом я выкладываю уже верхние коржи. То есть очень удобно с ними работать. Теперь тонким слоем крема я покрываю верхние коржи. И видите, крем у меня намеренно недовзбит. Надеюсь, что я понятно объяснила. И благодаря теплому шоколаду, который мы в него вводили, у крема температура была 25-27 градусов Цельсия. Убираю сейчас в холодильник примерно на пару часов. Вот у меня этот подвижный крем. Я его сейчас убираю в холодильник перед украшением примерно минут на 20. Достала я его из холодильника и уже теперь взбиваю до состояния устойчивости. Видите, он как посветлел уже, и я им уже буду украшать свои пирожные. После холодильника у меня где-то около 3 часов, наверное, прошло уже. Посмотрите, какой подвижный крем. Я нажимаю пальчиком, и пирожное мягкое. Если бы мы сейчас взбитым уже до состояния устойчивости кремом все это покрыли, у нас пирожные превратились бы в камень. Но когда мы не довзбили намеренно этот крем, пирожные всегда будут оставаться мягкими. Вот это очень важно, я считаю, с любым масляным кремом. И вкус необыкновенный у этих пирожных. Посмотрите, какое нежное вот это полотно у нас получается. Ничего нигде не крошится. И это учитывая то, что мы это все делали без пропитки. 200 грамм темного шоколада я растопила на водяной бане, добавила туда 200 грамм размягченного сливочного масла, просто все перемешиваю. Шоколад для глазури всегда нужно растапливать на водяной бане, не нужно этого делать в микроволновке, иначе он у вас пойдет просто крупинками. Всю свою заготовку я поставила сейчас в кондитерские рамки. Вы можете этого не делать, я просто это делаю, чтобы у меня глазурь слишком сильно не вытекала. Просто поворачиваю форму, и глазурь у меня распределяется. Это очень удобно делать. Сейчас снимаю эти рамки, разравниваю остатки глазури. Глазурь на холодной заготовке сразу схватывается, то есть дальше она не плывет. И вот то, что осталось у меня, то, что подплыло, я просто разравниваю лопаткой силиконовой, маленькой. Очень удобно это делать. И убираю сейчас в холодильник, ну хотя бы на полчаса, чтобы все это у меня хорошо застыло. После холодильника глазурь уже очень хорошо застыла. Делаю себе вот такие вот разметочки при помощи ножа и прорезаю уже по этим разметкам. И заметьте, нож нужно погружать только кончик ножа. Вот так вот плашмя, когда я весь нож туда погрузила, сразу будут разломы на глазури. И вот так вот хорошо, когда я только кончиком ножа прорезаю, разломов на глазури нет. Возьмите себе это на вооружение. Я специально вам показала, как правильно, как неправильно. То есть делается это все очень просто. Вкус у пирожных просто бомбический. Кондитерская насадка у меня здесь 2D, которую я использовала. Здесь, в принципе, вы можете наносить украшения из абсолютно любой кондитерской насадки, которая у вас есть. Это все как вам нравится. Можете вообще ничем это не украшать. И крема тогда приготовить 3/4 от этой порции, которую я указываю в рецепте. И вот такие необыкновенно вкусные ароматные пирожные трюфель у нас получились.
Очень просто. Здесь я такими палочками шоколадными, конечно, уже покупными украсила. Этого можно не делать, можно орешками посыпать. Все на ваше усмотрение. Крем у меня практически весь ушел. То есть именно на этот вид украшений мне полностью хватило крема. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.